2005 году компания Yamaha пускает в продажу очень необычный мотоцикл. Задумкой японцев было предложить альтернативу высоким оборотам современных четырехцилиндровых двигателей, что собственно они и сделали. Снабдили городской Naked мега-тягой в самом удобном диапазоне оборотов для городской езды. Для этого инженеры компании взяли большой V-Twin и объединили его со спортивным шасси для получения совершенно новых впечатлений от езды. В итоге получился спортивный родстер Yamaha MT-01, о котором и пойдет речь далее. Сердцем революционного на тот момент мотоцикла стал двухцилиндровый V-образный двигатель воздушного охлаждения объемом 1670 кубических сантиметров от круизера Yamaha XV 1700 Warrior, выдающий 90 лошадиных сил мощности и 150 ньютон-метров крутящего момента, который доступен уже с 3750 оборотов в минуту, что, согласитесь, очень удобно для городского хулигана. Также впервые на двухцилиндровых двигателях Yamaha применила технологию XAP. Это клапан в выхлопном коллекторе, меняющий сечение выхлопа в зависимости от оборотов. Такая система до этого момента ставилась исключительно на спортивные модели. В итоге при низких оборотах большой крутящий момент обеспечивает мгновенный прилив тяги. Маломассивный коленчатый вал способствует легкому набору оборотов, в то время как пятиступенчатая коробка передач с высокими передаточными числами позволяет максимально эффективно использовать несравненный крутящий момент. Как вы уже поняли, двигатель от круизера не просто взяли и воткнули в шасси Naked, он естественно подвергся модернизации, причем серьезной. Конструкция коленчатого вала и шатуна уникальны для MT-01, так как инерционная масса была уменьшена на 18, а вес на 10% по сравнению с кривошипом Warrior. Формы кривошипного маховика также отличаются. Поршни большого диаметра имеют прочную легкую кованую конструкцию для обеспечения более высоких оборотов при уменьшенной вибрации и меньшей возвратно-поступательной массе. Цилиндры с керамическим композитным покрытием обеспечивают равномерное тепловыделение, уменьшают вес и трение и увеличивают срок службы двигателя. Также толщина охлаждающего ребра была оптимизирована для максимального отвода тепла, тем самым устраняя необходимость в жидкостном охлаждении, сохраняя традиционный чистый внешний вид воздушника. Система смазки с сухим поддоном обеспечивает более компактную конструкцию двигателя. Масляный резервуар из литого алюминия установлен низко и спереди, рядом с двигателем, что снижает центр тяжести для лучшей управляемости. Этот большой двигатель был установлен в алюминиевую раму Naked с полностью регулируемыми подвесками и тормозами от легендарного спортбайка Yamaha R1. Это передняя перевернутая 43-мм телескопическая вилка с ходом 120 мм, а сзади устанавливается маятник с моноамортизатором, ход которого 117 мм. За торможение отвечают два 320-мм диска с четырехпоршневыми суппортами спереди и один 267-мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. Благодаря этому, несмотря на нестандартную компоновку мотоцикла, а также солидную снаряженную массу в 265 кг, мотоцикл имеет просто отличную управляемость. А от 0 до сотни байк разгоняется менее 4 секунд. Максимальная скорость составляет 210 км в час. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км пути.
Компания Yamaha также подчеркивает, что сделала все, чтобы двигатель был в центре внимания. Поэтому при разработке и производстве рамы акцент был на ее минимальные размеры и в то же время красоту. Воплотить это в жизнь помогла эксклюзивная технология литья под давлением. Это высокотехнологичный процесс, разработанный компанией Yamaha, позволяет производить более легкие и сложные отливки и дать свободу для создания сварной рамы, которая является жесткой, легкой и компактной, а также потрясающей на вид. Перевернутый маятник АТР-1 также изготовлен из литого алюминия для оптимального соотношения жесткости и гибкости, что естественно способствует уверенной управляемости мотоцикла. Под сиденьем установлена высокопроизводительная выхлопная система 2 в 1 в 2. Двойные глушители большого диаметра повышают крутящий момент и мощность, производя при этом гортанный рык Ветвина. Обновлялся МТ-01 только раз в 2007 году, получив новые передние шестипоршневые суппорта и небольшие изменения по внешнему виду. А в 2009 году, который стал последним годом производства, была выпущена ограниченная версия Yamaha MT-01 SP с подвесками Öhlins, новым рулем и раскраской.